Сегодня делаем цепь под названием питон, но не обычный, а ленивый. Расчеты на это и другие виды плетений есть в приложении. Ссылка в описании к видео и на главной странице канала. Я рад приветствовать вас на цепилогии. Для изготовления цепи понадобится спираль с коэффициентом 6. Размер бегунка для навивки немного меньше половины диаметра ригеля. Отрезаю 2 завитка длиной 2/4 оборота, и из них буду формировать первое звено. Собираю звено, как для бисмарка, а затем проталкиваю витки друг в друга. Получилось вот такое звено, как для обычного питона. Следующее звено цепляю за вот эти витки и обрезаю 2/4 витка. Для сравнения напомню процесс сборки обычного питона. Следующей спиралью нужно подцепить внутренний виток от предыдущего звена. Таким образом собираю оставшуюся длину цепи. Появится цепь в точках соприкосновения витков. И давайте перейдем непосредственно к пайке. Как можете заметить, места паек располагаются по прямой, в отличие от обычного питона, у которого места паек образовывали спираль, от чего цепь приходилось постоянно перекатывать. В этом отношении ленивый питон более удобен для пайки.
После пайки подрезаю усики. Выкручивать цепь не нужно, если только совсем немного. Чтобы придать цепи плотности, я ее протягиваю через вальцы. При этом полотно цепи удлиняется в 1,2 раза. Перейдем к запиловке. Вначале формирую прямые грани на обеих сторонах цепи. Затем скругляю их к краям, придавая форму полукруга. И последним этапом опиловки формирую края цепи. Перед отделочными операциями остается лишь подрезать острые кромки, которые остались после опиливания. Для получения наилучшего результата не помешает пройтись по этим местам резинкой. На этом на сегодня все. Благодарю за просмотр и до встречи на цепилогии.